Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. Тем самым вы поможете моему продвижению. Давайте немножечко расскажу и покажу, как поживает Ханна. Вот сейчас она треплет очередной раз свой поводок. Мы с ней съездили, сняли швы с ушей, и воротничок ей этот надоедливый тоже сняли. Вот. Также ездим, подклеиваем уши. Вот. Врач рекомендовала клеить уши, чтобы они у нее стояли. Но у нее одно правое ушко немножко ниже, ближе к голове, но вот по отношению к левому. А еще с Ханной мы начали ходить на дрессировку. Дали нам контакт одной женщины. Вот мы уже один раз сходили, должны были сходить больше. Вот, но, к сожалению, у Ханны произошло небольшое расстройство желудка. Вот она не совсем комфортно себя чувствовала. Я это сразу заметил, потому что она всегда радостная, игривая, доброжелательная, любвеобильная. Вот и это все в ней одной. Вот. А тут вдруг она с утра не покушала. В день, когда мы должны были ехать, она не покушала. Вот. И, соответственно, я тут же написал кинологу. Мне было рекомендовано, но я и сам предполагал ехать в ветклинику. Вот, съездили в ветклинику. Нам там померили температуру, все прописали, сделали укольчики. Вот, и за пару дней аппетит вернулся. Сейчас мы еще несколько дней будем восстанавливать ее пищеварение, а потом продолжим ходить на дрессировку. Друзья, сейчас я предлагаю отвлечься от Ханны и рассмотреть одно неприятное происшествие, которое случилось со мной вчера вечером. Те, кто подписан на меня в инстаграме, уже знают, что у меня произошло. Вот. И, соответственно, уже поучаствовали в обсуждениях, в рекомендациях. Вот. Если вы не подписаны на мой инстаграм, я рекомендую вам подписаться, так как в первую очередь что-то срочное, если вдруг у меня случается, я там публикую. Ребят, всем привет! Нештатное включение, так сказать. Но сейчас заехал в KFC, вот, перекусил и поехал дальше. Но, к сожалению, оказался в такой ситуации. Ехал прямо, машина вторая поворачивала налево, потом вдруг резко начала сдавать назад. Я оттормозился, но в меня въехали. Также есть наличие знака одностороннее движение. Вот, ну понятно, что там двигаться задом можно, но нужно быть уверенным в безопасности своего маневра. Но, к сожалению, здесь водитель второго автомобиля не был уверен в безопасности, и произошло ДТП. Благо, скоростной режим был минимальный, и отделались просто-напросто легким испугом. Сейчас покажу. Вот, так что, друзья, всегда будьте бдительны за рулем. Может прилететь откуда не ждете. У второй машины немножко пострадал бампер. Вот, у меня тоже бампер металлический пострадал, но это пустяки, это мелочи. Вот такие дела. Как бы еще раз повторюсь, будьте аккуратны за рулем. Наша жизнь в наших руках, и когда садимся за руль, мы отвечаем не только за себя. Так что всех благ, будьте аккуратны. Да, кстати, водитель второго автомобиля говорит, что она права. Вот, но здесь у нас, как мы можем видеть, две полосы движения, и она уезжала в левую сторону, как вы можете видеть. Вот это тоже дает
свои эти. Ну, просто-напросто водитель не убедился в безопасности маневра, не посмотрел по зеркалам и сдал назад. И въехал в меня. Ну что, вот такая ситуация, как вы могли понять, у меня сложилась. Небольшое ДТП. Вот, но помимо всего, что у нас есть одностороннее движение, там знак кирпич, еще водитель первого автомобиля находится на пешеходном переходе. Двигался задним ходом. Такие вот дела бывают. Ждем инспекторов для выяснения, кто прав, кто виноват. У нас прошло 2 часа времени в ожидании сотрудников ГИБДД, чтобы они приняли решение, кто из нас прав, кто виноват. Вот, но выяснив все нюансы по знакам и разметке, мы приняли решение, что, ну, как бы, у меня-то повреждения вообще минимальные. Я, в принципе, претензий-то никаких не имею к водителю автомобиля Kia. Вот, изначально просто водитель автомобиля Kia была решительно настроена, что был неправ я. Вот, те, кто на меня подписан в Инстаграме, многие написали и указали на ошибки, которые были совершены водителем Kia. Вот, мы сейчас написали друг другу бумаги, что мы претензий друг к другу не имеем. И сейчас нас KFC угощают кофе. Огромное спасибо. Вот, за счет заведения, так сказать. И мы будем разъезжаться. От себя еще раз хочу повторить, друзья, будьте всегда бдительны, когда за рулем, потому что мы отвечаем не только за себя, но и за окружающих, потому что происходят вот такие нелепые ситуации, и мы можем просто-напросто пострадать. Вот, пока вы не заглушили мотор, не вышли из автомобиля, не закрыли его, вы в ответе не только за себя. Так что, друзья, хочу вам пожелать всего самого наилучшего, не попадать в такие ситуации. Самое главное в этой ситуации то, что она осознала, что вина на ней полностью, вот, и нашла силы в себе признать это. Обычно у нас бывает сложно с этим, мы будем стоять до последнего, до победного, что вот я прав и ничего не знаю. Как бы, хотя где-то в глубине души мы явно понимаем, что это не так. Ну что, друзья, вот такой вот у меня выпуск получился. От себя хочу вам порекомендовать, если вообще не попадать в такие ситуации, чтобы у вас все было хорошо и прекрасно. Вот, но если, не дай бог, что-то подобное случается, всегда старайтесь оставаться с холодной головой, чтобы можно было правильно и здраво мыслить. Потому что все эти эмоции в горячке, они ни к чему хорошему не приводят. У меня было не одно ДТП, к сожалению, за мой водительский стаж. Вот, были ДТП, где я был неправ. Вот, но ни в одном ДТП я не выскакивал из машины и не пытался наехать на водителя другого автомобиля, что он не прав. Но это ни к чему хорошему не приводит. Это, наоборот, усугубляет положение, даже если вы правы. Зачем давить морально еще больше на человека, который и так понимает, что он не прав. И плюс, если еще вот эти все крики, оры, просто-напросто они ни к чему. И то, что, повторюсь, девушка нашла в себе силы осознать, что она не права, это дорогого стоит. И это приятно. Не то, что там я остался, что я остался в плюсе, то, что я получил то, что хотел. Нет. Просто я сам через это проходил. И когда осознаешь, поначалу неприятно, когда вот находишь в себе силы осознать, что ты был неправ и сознаешься в этом. Вот, поначалу как-то не совсем приятно, но потом твоя совесть чиста, и ты понимаешь, что ты сделал правильно. Поэтому, друзья, хочу вам порекомендовать всего самого наилучшего, всех благ, крыши над головой, ровных дорог. Вот, а на этом у меня все. Не знаю, кому-то понравится, не понравится такой выпуск, но я решил, что вам нужно его увидеть, и показал его вам.
На этом все. Вы были на канале Ренат Строит. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока.